Всем здравствуйте! Вы на канале Сантехник 52, и сегодня, прежде чем начать что-либо проверять, экспериментировать, либо о чем-то говорить, я вам покажу некую штуку. Я думаю, что вы, ребята, опытные, и поэтому легко догадаетесь, что это за штука и для чего она нужна. Но есть некие нюансы, когда мы возьмем болгарку и посмотрим, что же за металл в себе она скрывает. Всем, кто догадался и написал, что это за штука и из какого она металла, большое спасибо. А как она мне досталась и какими трудами, я вам расскажу в следующем видео. Сегодня я сделаю некий сравнительный обзор по двум сварочным аппаратам для полипропиленовых труб. Это аппарат ProAqua и аппарат Ditron Pulse 850. Изначально я вам покажу комплектации сварочных аппаратов. Сварочный аппарат Ditron. Ножницы Dino, шестигранник для насадок, непосредственно сам сварочный аппарат, о котором я скажу вам чуть позже, подставка, струбцина для закреплений на столе и насадки с 63 по 16 диаметр. Сварочный аппарат ProAqua. К сожалению, частично утеряно, но все, что осталось. Уровень, 4 насадки с 40 по 20, сам сварочный аппарат, ножницы, здесь была рулетка, шестигранничек и небольшая такая штука, чтобы держать насадки, когда откручиваете. Непосредственно подставка. А теперь поподробнее о работе самих аппаратов. Это аппарат более точный, менее точный ProAqua. Здесь стоит терморегулятор, микропроцессор. Подставка на дитроновском аппарате. Здесь были пластмассовые штуки, уже отвалились менее чем за 1 год. Но они погоды не делают. Здесь же все в норме. Служит он довольно-таки много с 2012 года. Сам аппарат 2012 года, 1500 ватт. Ножницы на аппарате ProAqua, они уже давно родные, ушли в никуда. Это просто заменитель, но там шло что-то подобное и равносильное данным ножницам. Дитроновские ножницы, они уже тоже ушли в никуда. Появилась огромная зазубрина. Ими работать я закончил. Непосредственно в сравнении по удобству поставить. Здесь сварили, поставили на эти ножки, держим. ProAqua. Если мы сварили, нам срочно его нужно поставить в подставку. В противном случае мы рискуем сжечь линолеум, либо что бы то ни было. Подкладывать бумажку можно, это как выход из данной ситуации. Для того, чтобы закрепить аппараты на краю стола, необходимо в дитроновском аппарате закрепить и затем струбциной затянуть. То есть еще одна дополнительная деталь. А в сварочном аппарате ProAqua дополнительной детали нет. Она уже есть в подставке. Закрутили. Если мы варим трубу, здесь у нас муфта, здесь труба. Мы ее сварили, и потом у нас получается, что нужно перевернуть аппарат именно так. Но мы не можем его перевернуть, так как работаем один, поэтому придется измудряться, переставлять аппарат таким образом и уже приваривать, если у вас здесь ограниченное пространство, а там степь до горизонта. То есть придется поворачивать его. Это затраты времени и неудобства. Что же касается сварочного аппарата ProAqua и подобные компоновки, здесь мы с легкостью можем, не меняя позиции нашей ручки и непосредственно нас самих, переворачиваем и дальше продолжаем варить. По доступности близости сварки к стене. Смотрим. Здесь у нас плоскость. Практически, там буквально полсантиметрика. То есть мы вплотную к стене. Вот таким образом приварить не сможем. Он у нас находится на некоем удалении. То есть полсантиметрика всего. На аппарате же ProAqua насадка почти полностью выходит за пределы плоскости аппарата, что дает более положительный результат при сварке, когда нам необходимо сварить очень близко к стене.
Теперь по температурному режиму. Сварочный аппарат Ditron. Регулировка от 180 градусов до 280. Но для полипропилена нас интересует отметка, в основном это 260 градусов. На сварочном аппарате ProAqua у нас есть терморегулятор с градулировкой от 50 до 320 градусов. Но опять же нам интересно только лишь 260 градусов по Цельсию. Что касается сварочного аппарата ProAqua и его выгодное отличие от других аппаратов, то что у него есть защита от случайной прокрутки ногой регулировочного колеса. То есть мы не сможем прокрутить. У большинства других аппаратов здесь нет защиты, и она просто открыта. Есть, конечно, когда здесь регулировка, например, Valtec аппараты, но это все равно здесь у нас наглядно. И сигнализаторы. Сигнализаторы включения нагревания. Здесь должны были в штатные стоять зеленые кнопки, красные и зеленые. Зеленые я сменил на красные с другого сгоревшего аппарата. Сварочный аппарат Ditron при нагреве подает сигнал пип-пип. А теперь давайте пройдемся по тому, насколько удобны эти аппараты для новичков. Сварочный аппарат ProAqua менее удобен будет, а Ditron более. И почему же? Сейчас я вам объясню. У аппарата Ditron есть регулировки. По подсказкам, какая труба, сколько греется. Температура остается та же самая, но по величине времени прогрева у нас есть регулировочки. Стрелка с указанием. У меня она уже выставлена здесь на 75. 75 диаметр. Также разные диаметры от 16 до 125 диаметра. Но думаю, что 125 диаметр, на нем греть не очень-то и получится. Особенно если в холодную какую-то погоду. Следующее сравнение у нас по весу. Сварочный аппарат ProAqua проигрывает сварочному аппарату Ditron. Он тяжелее. Ну, грамм на 500, я думаю, точно должен быть потяжелее. Теперь некий, может быть, маловажный момент. Длина шнура. У сварочного аппарата Ditron он не более 1,5 метров. Даже чуть менее. Что не очень хорошо. Желательно, чтобы был подлиннее. У сварочного аппарата ProAqua в штатной комплектации он был уже длиннее. Это, к сожалению, у нас не штатная комплектация, а в штатной он был порядка, 2,5, я думаю, метра точно. А это я уже заменял, так как он ремонтировался. Об этом говорят болты на этой стороне аппарата. Что я могу вам сказать о надежности? На данный аппарат пока я не могу сказать, насколько он надежен, сколько он долго может отслужить. Сварочный аппарат ProAqua проверил себя временем и показал с очень хорошей стороны. Он верой и правдой служил 5 лет, это точно, потому что потом со временем у меня были еще какие-то другие аппараты на замене, в связи с тем, что он начал работать нестабильно, а что именно за проблема у данного типа аппаратов. Начинает постепенно выходить из строя терморегулятор. Так, а теперь поговорим о таком моменте, как доступность к каким-то трубам отдаленным. Предположим, это стоят 2 трубы, а здесь находится 3-я труба. Сварочным аппаратом Ditron мы, к сожалению, не сможем добраться до 3-й трубы. Сварочным аппаратом ProAqua у нас больше шансов, так как он более узкий и жало намного длиннее. Но для этих целей используются не мечевидной формы жала, а штыреобразные, штыревые паяльники, сварочные аппараты. Данная модель сейчас стоит порядка 4000 рублей. Подобная модель. А сварочный аппарат Ditron в комплектации, в той, которая у меня, 25 где-то тысяч рублей. Поэтому, если вы не думаете долго заниматься сантехническими работами с полипропиленом, а накинетесь на металлопласт, на сшитый полиэтилен, не имеет смысла покупать такой дорогой сварочный аппарат. По ремонтопригодности. Данный сварочный аппарат, в принципе, я могу со своими маленькими познаниями электротехнической части непосредственно любого какого-то аппарата, я все равно смогу его починить в случае необходимости, заменить терморегулятор, заменить кнопочки, заменить диоды, если в случае этого понадобилось. Сюда же соваться я как таковой не буду, так как здесь уже чип, микропроцессор стоит, и это весьма затруднительно будет мне, например, в чем-то этом разобраться. То есть он своими руками менее ремонтопригоден, если только для людей, которые очень хорошо разбираются в радиотехнике,
И не только в радиотехнике, в принципе, а в любых электрических приборах. Расскажу вам такую ситуацию. У меня был сварочный аппарат, подобный этому, но СМС китайского производства. И он случайно, терморегулятор вышел из строя, расплавился, но это был бетонный пол. Если был бы это линолеум, можно было залететь на некоторые деньги. Здесь же стоит защита от подобного рода манипуляций. Аппарат разогревается до неприемлемой температуры, и защита вырубает. Затем разбираемся, в чем проблема, в чем поломка. То есть здесь больше спокойности за то, что вам не придется платить за какие-то косячные ситуации с расплавленным жалом, предположим. Теперь немного по мощности. Хватает ли мощности 850 Вт, либо 750 Вт на одном тене, если варить? Да, конечно же, хватает 750 Вт вполне, потому что я в последнее время варил на одном тене, ибо один тен, да, может быть даже кнопка у меня ёкнулась. Что касается насадок, основного рабочего элемента, который является расходником на сварочных аппаратах для полипропилена. Сварочная насадка на ProAqua родная, как и здесь, это, можно сказать, родная. Качество замечательное. Если мы говорим о бюджетных версиях, варится довольно-таки на долгое время, ее хватает. А если мы возьмем более дешевый, там рублей 100-120 рублей насадку, то вам ее хватит крайне ненадолго. Начинает прилипать полипропилен, и начинается такая нехорошая беда. Насадки на детроновском аппарате стоят очень дорого, поэтому к ним стоит обходиться бережно, но они себя окупают в плане спокойности работы с ними. То есть меньше напряга, чтобы ставить трубу, не остается никакого нагара. Огромный минус расходных материалов на этот аппарат – это их цена. То есть насадка 20 диаметра стоит порядка 1000 рублей. Сюда же 240 рублей. Если вы хотите более хорошие, можно купить, конечно, и детроновскую насадку. Есть еще Blue Ocean, но ими я не работал. Тоже какие-то синие, говорят, хорошего качества, но ими я не работал. Ну и вот, ребят, я вам вкратце рассказал о том, какие плюсы и минусы у этой модели и у этой модели. Теперь вы можете говорить, отзыв ни о чем, фигня все это, все бла-бла-бла. Но это уже не суть важно. То, что хотел рассказать, я вам и рассказал. Существует множество других бюджетных моделей сварочных аппаратов по типу ProAqua. Вы также ими можете и варить, и ничего, но соблюдать осторожность в том, что очень уж часто у них выходит из строя терморегуляторы. Кстати, покупал я в прошлом году сварочный аппарат Gelsan турецкого производителя. Мне не понравился. На 3-й месяц работы у него терморегулятор начал уже барахлить. Я взял взамен СМС-овский аппарат. Потом он у меня благополучно сгорел, расплавился. Но немножко как ни крутите, а во всех сварочных аппаратах есть свои плюсы и минусы. Если он замечательный, работает прекрасно, все в нем вам нравится, все очень и очень хорошо, во всяком случае минус однозначно найдется. Каков бы он ни был, минусы будут. То длина провода вас не устроит, то его цена не устраивает, то еще какие-то неудобства. Абсолютно универсального не бывает. В принципе, что-то в категории до 5000 рублей вас будет радовать, вам будет нравиться с ним работать при должном подборе расходников. Плюсы самых дешевых сварочных аппаратов – это только цена. С ними больше неудобств работы, чем удобств. Особенно, когда вы работаете часто, варите чуть ли там не каждый день, через день, и часа по 3-4. И в завершение, ребят, всего этого вышесказанного я подведу итог. Полипропилен, если вы хотите купить для него дорогой аппарат, ради бога, покупайте. Дешевый, тоже покупайте. На ваш век его хватит. Ну и если кто-то мне скажет, что зачем такой дорогой аппарат, полипропилен прошлый век, сейчас много разных других материалов. Металлопласт, шитый полиэтилен, металлопласт давно был, шитый полиэтилен, медь. Нет, ребят, я вам скажу, что работа с полипропиленом всегда было, есть и на ближайшие много лет будет больше, чем вот со сшитым полиэтиленом, так как полипропилен это гораздо дешевле. Кто скажет, что там косяков очень много всплывает, это ваше мнение, судите вам, конечно. Везде нужен некие познания материалов,
какими ты работаешь материалами. То есть, если вы знаете, что с ним можно делать, а что нельзя, значит, вы вооружены. Если, конечно же, вы не знаете и варите под водой, или там в морозы минус 30 градусов, само собой, о вас будет у заказчиков дурное мнение. Так что, если хотите работать с полипропиленом, работайте, никого не стесняйтесь и знайте, что полипропилен будет жить еще очень и очень долго. Ну все, всего доброго, спасибо за просмотр, до следующего видео, пока.